Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня буду делать для вас очередную серию нашего мега популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас?». И сегодня у меня руки потянулись к колоде Таро Безумной Луны, потому что это одна из моих любимейших колод. Несмотря на ее как бы страшность, очень многие говорят страшная, да, мне в свое время она тоже казалась страшненькая, эта колода. Она настолько мудрая, настолько огромный потенциал содержит информации всевозможной, поэтому будем использовать именно ее сегодня. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Всегда вас благодарю и буду благодарить за вашу щедрость. Мне очень приятно, что цените мою работу. Благодарю моих спонсоров, низкий поклон каждому. Благодарю вас за ваши комментарии. Благодарю вас за ваши лайки, за подписки, за любой из способов поддержки моей работы. Очень нежно вас люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Колода Таро Безумной Луны. Мужчина может играть некую роль, с кем-то играть в кошки-мышки, или же вообще приспосабливаться к обстоятельствам, к ситуациям, играть некую роль. Или же с ним кто-то может играть. А еще здесь, конечно, безусловно, звоночки из прошлого могут быть у мужчины, как будто прошлое, некое такое дежавю. Что-то возникло из прошлого, и ему приходится или же придется в ближайшее время эту ситуацию вновь пережить. Так, ну давайте смотреть дальше. А как его покажут, в каких энергиях находится человек, чего-то ждет. В ожидании, ну давайте спросим тогда, чего для большинства из вас? В ожидании чего? Нового шанса, обновления в жизни. Он о чем-то мечтает, у него есть довольно-таки грандиозные планы. Эти планы могут быть связаны, естественно, с огромным количеством разных направлений, но смысл в том, что о чем-то мечтает здесь мужчина и ожидает или шанса на осуществление своей мечты, или же, в принципе, чтобы ситуация, обстоятельства в его жизни изменились в лучшую сторону для того, чтобы начать активные действия. Что уходит из жизни этого мужчины? Какие энергии? Что, наоборот, приходит в его жизнь? Что происходит в его жизни прямо сейчас? Деньги, 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 остальное дребедень. Были проблемы, и здесь речь идет именно о финансах. В его финансовых делах, в его материальных всевозможных обстоятельствах были проблемы, мужчина искал выход. Он как будто или сам искал выход, или же пытался найти при помощи кого-то другого выход из сложной ситуации, касаемо его денег, работы, карьеры, вот чего-то такого. Ему это удалось сделать или удастся сделать в ближайшее время, так что улучшение здесь по финансовым вопросам должно быть в ближайшее время. И, в общем-то, сейчас его даже заботят в основном дела финансовые. Давайте-ка еще сейчас посмотрим, что его волнует. Хочу сразу же спросить. Да, так и есть. Сейчас на повестке дня у мужчины в первую очередь финансовый вопрос. Он может кому-то или занимать, или помогать, или иметь какие-то взаимоотношения финансового порядка, когда он дает, вкладывается во что-то, или в кого-то, кому-то дает деньги, или в предприятие в какое-то. Или же сам он нуждается, чтобы кто-то ему эту денежку подал. В общем, сейчас мужчина решает однозначно некие финансовые вопросы, и в голове у него в основном это финансы, финансы, финансы. Соответственно, и вот эти два аркана тоже у нас будут идти, безусловно, в первую очередь о том, как улучшить свое материальное положение, как укрепиться или как улучшить. Ну, в общем, здесь такие вот дела. А думает ли о вас этот человек? Ну, а что случилось? Проблемы есть у вас, вот что случилось. Думать-то думает. О, он не может не думать о вас, потому что 15-й аркан. Ну и вы, конечно, очень здесь жесткая дама. Или вы ему действительно кровушку здесь пустили хорошенько, что-то высказали, что-то чем-то недовольны, или повели себя как-то холодно, или еще что-то случилось, что мужчина, девчонки, как-то так себя не очень хорошо чувствует. Думать-то думает, но мужчина закрылся, захлопнулся, считает, что или вы его обидели, или не понимаете его, или вообще вы слишком жесткая с ним. Вот именно такие мысли и идут о вас, но не думать он о вас не может. У него такое впечатление, как будто он просто намертво к вам привязан энергетически.
От мыслей этих избавиться он не может. Мысли, конечно, о вас есть постоянно, но мысли сегодня почему-то показывают тяжелые. Что-то здесь не так, что-то мужчину волнует. А эмоции какие испытывает? И испытывает к вам эмоции. Ну, девочки, ну что такое? Что такое? Так хочется хорошие сплошные арканы счастья, любви, добра, гармонии видеть. Да, я об этом говорю, мне то же самое показывают. Эмоции. Если эмоции, конечно, есть. Ему с вами хорошо, ему с вами легко, ему с вами не всегда легко, подчеркну, не всегда. Но все равно полет души, бабочки в животе, вот эти вот все энергии вы, безусловно, этому мужчине давали, по крайней мере, в прошлом. Но сейчас что-то у вас разладилось. И даже эмоции по этому поводу он испытывает. Он хочет, чтобы все восстановилось, чтобы не было претензий с вашей стороны, чтобы вы ему ничего здесь не выговаривали, чтобы вы не были недовольны им, чтобы все это ушло, так сказать, кануло в лету. Не хочет он, чтобы между вами был такой напряг, однако же напряг некий присутствует. Вы чем-то недовольны, вы чем-то однозначно недовольны, он по этому поводу испытывает эмоции. И хотел бы, конечно, чтобы все это утихомирилось. Не хотел бы драмы, не хотел бы трагедии, не хотел бы выяснений. Хотелось бы восстановления мирных отношений с вами, чтобы вы недовольство ваше оставили в прошлом. Ну что, для того, чтобы осталось недовольство в прошлом, нужно, наверное, соответствовать каким-то элементарным пожеланиям женщины. Хорошо, давайте теперь перейдем к вопросам о том, что волнует. Уже спросили, что мужчина скрывает от вас, и скрывает ли что-то. У него такое ощущение, как будто у него все рушится под ногами сейчас. Все меняется, все рушится. И как это в дальнейшем обернется для него, он не знает. Возможно, вы с ним расстались. Может быть, у него, в принципе, обстоятельства такие сложные в жизни достаточно, когда у него реальное ощущение, что разрушается что-то очень важное. Основа под его ногами рушится. Вот это он от вас скрывает. Некие очень такие важные, резкие перемены сейчас происходят для него. Разрушение, возможно, даже его стереотипов, переосмысление многих вещей. Вот это он скрывает. А что он хотел бы вам сказать? Но по какой-то причине молчит. Что любит вас, что испытывает к вам эмоции. Что эмоции эти чистые, замечательные, прекрасные. Почему он не может вам этого сказать? Неужели так сложно это сделать? Ну вот здесь вот по-другому никак не скажу. Что не хочет баловать вас. Вот это точно. У кого-то из ваших мужчин язык, конечно, каким-то непонятным образом проглотился, и он не может этого произнести. Но большинство из ваших мужчин, они не хотят вас вот реально баловать. Считают, что это будет слишком для вас, уж слишком, если он будет говорить вам такие слова, что, во-первых, баловать, во-вторых, а вдруг это обернется как-то не так, как ему надо было бы и хотелось бы. Не хочет мужчина. Именно поэтому он и не хочет вам этого произносить. Говорит ли с кем-то о вас? Если да, то что? Может говорить с женщиной. Для многих из вас мужчина может с кем-то говорить о вас, с какой-то женщиной. А что именно говорит в таком случае? Он может, да, он действительно может доверять некой женщине свои секреты и свои эмоции, свои чувства. И возможно, конечно, не для всех это отыграется, потому что, естественно, аудитория расклада очень большая, но для очень многих из вас у этого мужчины есть некая женщина, с которой он такие вещи может обсуждать. И это не его бывшая, не та женщина, с которой он находился или находится в романтичных отношениях параллельно, допустим, с вашими отношениями. Нет, это или коллега, или просто подруга, приятельница, или, я не знаю, там, жена друга, еще кто-то. Это какой-то такой человек, с которым он не связан эмоциональной связью, тем более любовными отношениями. Но с кем-то он может о вас говорить. А интересует ли его ваша жизнь? Наблюдает ли за вами? Да, конечно. Особенно то, что связано с вашими любовными отношениями. Да. Не загуляли ли вы? Ну, я грубо, конечно, говорю, но так и есть. Да, безусловно, интересует. Его интересуют ваши отношения. А не появились ли у вас отношения с кем-то? Это очень важно для него. Вот этот вопрос его очень интересует. Хорошо, а если он узнает, что у вас кто-то появился или появится, его реакция на это? Конечно же, очень вряд ли ему это понравится, но он понимает, что это может произойти. Что если вы встретите достойного мужчину, действительно достойного вас, то, в общем-то, это даже, наверное, справедливо. Хотя, конечно, ну понятно, что радости у него особо это не вызовет. Но тут не то чтобы смирение, но он предполагает, что такое, в принципе, может произойти.
Как у него атмосфера дома, если вы живете в разных домах, не вместе, или же в разных комнатах, ну как на разных планетах? Да вы знаете, как-то не очень. Мужчина не очень хорошо себя чувствует чисто в эмоциональном плане. Плюс у него такое ощущение, как будто кто-то им манипулирует. Может быть, сама жизнь его заставляет делать какие-то вещи, которые он не хотел бы делать. И, возможно, он чувствует, что кто-то им манипулирует, и это действительно может быть так. То есть он может плясать под чью-то дудку. Ну, допустим, если он живет с кем-то в доме, да, с женой, к примеру, или с матерью, или еще с кем-то, он может чувствовать себя таким образом, что ему приходится подстраиваться под интересы этих людей. Неважно кто угодно, кто с ним дома обитает. Если же он живет один, значит, у него в принципе сейчас такое странное какое-то чувство, ощущение, как будто он ведом, и как будто он не всегда делает то, что он действительно хочет. Ему приходится делать те вещи, которые выгодны кому-то другому, а не ему. Это касается и его дома в том числе. Такая очень странная сейчас обстановка дома, ситуация. Вообще мужчина не очень хорошо в эмоциональном плане себя сейчас ощущает. Не очень там, проблемки у него сейчас есть. Когда проснулся в эти дни? Вчера, сегодня, завтра. Первая мысль была у вас? Когда засыпал? В течение дня? Ой, девочки, если это ваш муж, допустим, или у вас были серьезные отношения с этим мужчиной, и вы расстались, то знаете, что он постоянно об этом думает. Постоянно. И утром были мысли особенно яркие у тех мужчин, которые с вами у которых с вами состоялось расставание, с кем вы расстались. Если же вы продолжаете с ним отношения, то вполне возможно, он утром ему просто или некогда было думать о вас, или какие-то другие мысли его посетили, побежал бегом свои проблемы какие-то решать. Но в течение дня и вечером, конечно, да, безусловно, думает этот мужчина о вас постоянно. И даже, да, особенно здесь касается именно той ситуации, если вы с ним сейчас в расставании или некий забор между вами вырос, ему прям хочется этот забор уложить, положить, чтобы его не стало. Особенно здесь идет, вот если вы в расставании, то, конечно, здесь особо большое количество у мужчины мыслей о вас. Теперь переходим к ситуации расставания. Если вы с ним расстались, он хочет вас вернуть сейчас? Как-то больше полагается на судьбу. Как решат небеса, как решит судьба. Как решит высшее правосудие, так пускай и будет. Но вообще, да, конечно. Здесь осознание того, что вы человек по судьбе в его жизни. И он считает, что просто так вот взять и расстаться вы не можете. Что в любой момент, безусловно, судьба вас может свести вместе опять. Поэтому как-то вот так выходит у нас, видите? Вроде как и сказать четко, да, очень хочет и горит желанием, я не могу. С другой стороны, конечно, да. Но здесь больше человек думает о каких-то таких вот вещах, что будет суждено, будет угодно высшим силам, значит, будем опять вместе. Можно ли от него ожидать действий по восстановлению ваших отношений? Пока активных действий не вижу, но он, девочки, вас не отпускает, он держит вас у сердца. Смотрите, как он вас держит крепко у сердца своего. Но активных действий, конечно же, по этой карте нет. Пока, но они могут быть позже, потому что пока человек сдерживается, а дальше все может быть, безусловно. Угу. А ждет ли от вас первого шага этот человек? Он считает, что это было бы правильно и справедливо, если бы вы сделали первый шаг. И более того, он считает, что если бы вы сделали первый шаг, это было бы как-то даже правильнее. И, возможно, это была бы гораздо более такая хорошая почва для того, чтобы вы восстановили отношения. Но давайте, поскольку так вышло, я спрошу, с точки зрения высших сил, стоит ли вам делать первый шаг? Он-то хочет, а вам нет. А вот делать первый шаг здесь не стоит. Как бы ему не хотелось бы, и как бы он не ждал, смотрите, как за вами тут наблюдает, лучше не стоит этого делать. Пускай созреет сам на первые шаги. Если он уже появился вчера, сегодня, завтра, какие это энергии, искренние или так себе? Или ложь, да, с его стороны? Лжи нет, нет. Это страсть, это желание быть нужным. Безусловно, мужчина испытывает искренние к вам эмоции, чувства, и желание воссоединиться с вами, оно искреннее. Но здесь очень много эгоизма еще в этом аркане. То есть он еще здесь, не еще, а в первую очередь учитывает свои интересы, свои желания. Вот ему захотелось этого, он почувствовал, что хочет он этого с безумной силой. Плюс еще ему захотелось почувствовать себя вновь любимым, вновь нужным, потому что эти энергии вы, вероятнее всего, ему сполна давали в отношениях. Но здесь искренняя энергетика, безусловно.
Как вам лучше сейчас себя вести с этим человеком? Аркан Отшельник. Ну, вообще лучше достаточно холодно, отстраненно, немножко даже отдалиться. Имеется в виду, не значит бросить его, если вы с ним сейчас в отношениях, продолжаете отношения, да, и вдруг ни с того ни с сего впасть в аркан Отшельник, закрыться вот так, уйти и отдалиться. Но очень спокойно, очень прохладненько так и чуть-чуть его, чуть-чуть вот на оттяжечке держать этого мужчину. Если же вы с ним расстались, то аркан Отшельник говорит о том, что не стоит делать первых шагов, лучше выдержать период тишины. Период тишины очень важное понятие, особенно после расставания людей. Очень-очень важный период, когда происходит переосмысление и переоценка отношений, отношения к человеку вообще. Поэтому здесь вот так. Если вы расстались, то аркан Отшельник о том, что пока не надо активных действий, пока нужно выдержать период тишины. Если продолжаете отношения, значит то, что я сказала вам до этого. Как этот мужчина считает, вы к нему относитесь? Испытываете ли какие-то чувства? Ну, он считает, что вы, конечно, безусловно, очень много о нем думаете, и порой ваше сердце, прям ваша душа разрывается от наполненности этими эмоциями, чувствами и мыслями о нем. А еще он считает, что вы во многом его идеализируете. Еще на дне колоды дурак вышел. Вы приукрашиваете его положительные качества и стараетесь не замечать отрицательных. Вот он считает, что вы его где-то в чем-то романтизируете. Сказать, что он считает, что вы его прям очень сильно любите, я не могу, но эмоции, безусловно, к нему испытываете. И вот те энергии, о которых я вам сказала, они, безусловно, здесь тоже присутствуют. Если предстоит некая дата в ближайшее время, с которой вам необходимо этого человека поздравить, но вы в расставании, стоит ли вам это делать? 50 на 50, двойка пентаклей. Взвесьте все за и против. Это не есть ответ «нет». То есть, получается, для половины аудитории, как минимум, здесь можно сделать этот шаг и можно его поздравить. Но нужно взвесить все за и против. То есть в зависимости от ситуации. Если вы расстались очень плохо, очень некрасиво, он был виноват, и вы это понимаете прекрасно, то, конечно, лучше сделать, сами понимаете, какой выбор. Не стоит тогда этого делать. Если же это было по глупости, или вы понимаете, что все, уже нет сил, хотите с ним восстановить отношения, или еще что-то в этом роде, тогда, конечно, вполне возможно, можно сделать этот шаг. Но здесь четко на две части аудитории делится. И, безусловно, здесь зависит многое, да все, от вас. Вы принять решение должны сами, взвесив все за и против. Если вы сейчас уйдете, как он отнесется к этому? Примите решение. Он предпримет любые усилия, любые действия, непрямые, это будет не напрямую. Вряд ли он будет оказывать на вас прямое влияние, прямое воздействие, давление или еще что-то. Он найдет некие манипулятивные способы для того, чтобы вы взялись за ум и не делали этого. Он, конечно, вас отпускать не захочет и может здесь применять любые манипуляции для того, чтобы вы этого не сделали. Так что здесь просто так мужчина не сдастся. Сейчас так. И давайте я спрошу, если предстоит у вас некая дата, с которой он должен бы вроде бы как вас поздравить, он собирается вас поздравлять? Есть ли шанс на то, что он все-таки это сделает? Угу. Но здесь тоже, конечно, 50 на 50. Для кого-то из вас да, для кого-то нет. Четкого ответа здесь не будет. Но мужчина на самом деле хочет вас поздравить. И здесь очень большая вероятность того, что он может вас поздравить. Но какая-то здесь есть хитрость с его стороны. Что-то он или придумывает, как это сделать лучше, чтобы не упасть лицом в грязь, чтобы как-то это вот не унизило чувство его собственного достоинства, его самого в его же глазах. То есть некая хитрость со стороны мужчины здесь может быть. И именно связанная с его планами вас поздравить. Но поздравить он может, да. Для многих из вас прям очень-очень большая вероятность того, что может поздравить. Теперь переходим к вопросу, вернее, для тех, у кого есть соперница. Что у него с соперницей? Только для тех, у кого есть соперница. Если соперницы нет, выключайте, пожалуйста, расклад. Это заключительный вопрос расклада. Если что-то забыла спросить, не обессудьте, пожалуйста, мои дорогие. Обязательно спрошу в следующий раз. Что у него с соперницей, у этого мужчины? Там назревает такая ситуация. Видите, тут женщина больше недовольна.
Здесь недовольна больше отношениями женщина. Да, с ее стороны идет такое вот отношение. Она недовольна и деньгами, которые он зарабатывает. Она недовольна сексуальной стороной жизни. Ей хочется чего-то более горячего, чего-то более интересного, чего-то более яркого такого. Поэтому мне показывают недовольство женщины со всех сторон этими отношениями. Она хотела бы руководить процессом вообще, вероятнее всего она руководит, но он недостаточно для нее, как бы это правильнее сказать, ну вот гномик он. Это она, а это вот он. Посмотрите, она ему указывает, она ему приказывает, что делать и как поступать. Но ей хотелось бы от него очень многого, чтобы он был настоящим императором, а он вот такой вот гномичек, толстенький, смотрите, сидит какой. И что с него толку? То есть те желания, те амбиции, которые у женщины, вернее, есть в этих отношениях, они не соответствуют способностям этого мужчины. Так что идет вот такая ситуация. Недовольство этой женщины. Ух ты, смотрите, еще и на дне колоды какой аркан у нас, смерть. Она на него давит, посмотрите, какая сущность, еще и беременная в придачу ко всему. Давит этого гномика своей ногой. То есть он находится под пятой у этой женщины. Она очень им недовольна, но она продолжает его прессовать. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше в этих отношениях. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Как всегда, буду вам очень благодарна за лайк, за теплый комментарий, за вашу подписку. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, света, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго, до свидания, до следующего расклада.